какой самый большой миф, связанный с космосом, большинство людей до сих пор продолжают верить? Это видео мы разбили на две части. Сначала мы затронем популярные заблуждения касательно космоса и его изучения, и после этого все, что касается чувства собственной важности, уникальности и сверхспособностей. Вы на канале «Замечательная жизнь». Мы начинаем. Первое. Астрономы смотрят в телескопы. Введите в любой поисковик слово «астроном», и в картинках вы увидите смотрящих в телескоп людей. К профессиональным ученым они вряд ли имеют какое-либо отношение. Даже среди любителей лишь некоторый процент смотрит в небо глазом. Ученые фиксируют излучение посредством приборов и различных приемников излучения, чтобы затем не говорить о том, какая красивая звезда, а конкретно и количественно сказать о ее характеристиках. Глаз для этого – очень слабая система регистрации. В ваших смартфонах камеры работают за счет фотоэффекта, за открытие которого, кстати, Эйнштейна наградили Нобелевской премией. У астрономов более сложные и дорогостоящие приемники с зарядовой связью, в основе которых лежит все тот же фотоэффект, по порядку стоимость которых около $100 тысяч, и которые в наблюдениях охлаждают до температур ниже 100 градусов Цельсия, чтобы минимизировать шумы электроники и максимально точно регистрировать слабые сигналы от далеких объектов. Затем наблюдения аккуратно обрабатываются для проведения прецизионных измерений и дальнейшего анализа. Красивые изображения можно получить лишь для близких объектов. Понятно, что эта красота космоса содержит в себе сотни миллиардов звезд, и наивно полагать, что можно в деталях рассматривать материки открытых экзопланет. Этот миф уже касается наблюдений того, что на самом деле видят астрономы, изучая космос. Вот с чем на самом деле приходится работать ученым и астрофизикам. Красивые картинки с Хаббла, конечно, поражают, но это развлекательный контент для налогоплательщиков. Профессионалы лезут вглубь Вселенной, а там видны лишь точки. И романтика достаточно скоро разбивается о суровые математические выкладки и описания трудоемкими физическими моделями. Второе. Прожорливые черные дыры и их гравитация. Нет, черные дыры не странствуют в космическом пространстве, жирая все на своем пути. Они же вроде не живые. Это вполне естественные и закономерные результаты эволюции массивных звезд. Они спокойно себе существуют, пока что-то неподалеку не изволит потерять угловой момент и упасть в нее. Потеряй наша планета момент, она также внедрилась бы в Солнце. И это не делает Солнце более агрессивным, какими пытаются представить прожорливые черные дыры. Также существует классическое заблуждение касательно орбит внутри галактик. Считается, что планеты обращаются вокруг звезд, а звезды вокруг центра галактики. И виной тому те самые сверхмассивные черные дыры. Однако, если сопоставить массы центральных сверхмассивных черных дыр с массой всей галактики, вклад ее может составлять порядка процента от общей массы. И это гравитационно не способно окружить вокруг себя орбитами всего содержимого. Галактика – гравитационно более сложная система. Она более хитро опутана узами гравитации посредством темной материи и интегрального вклада звезд, газа и пыли. И напоследок, американцы и Луна. Любимая тема конспирологов. Разговор с такими бесполезен. Установленные уголковые отражатели для лазерного измерения расстояния до Луны, десятки килограммов реголита, архивные видео, тысячи фото. Разве это не доказательство? Нет, их не убедишь. У них все одно и то же, рептилоиды и Кубрик. Далее идут наши заблуждения, которые касаются чувства собственной важности, уникальности и сверхспособностей человечества. Итак, первое. Спасем планету. Мы не наносим ущерба планете, мы наносим ущерб лишь себе. Планете безразлично. Выживает не сильнейший, а наиболее приспособленный. Загадили океан нефтью. Вымерло несколько видов, значит они плохо адаптировались. Уступили бактериям, питающимся пластиком. Также глупо считать себя вершиной пищевой цепочки. Мы не выше бурундуков и осьминогов, они тоже до сих пор выживали как вид. Они приспособлены и существуют. По оценкам специалистов, 99,9% всех видов, когда-либо существовавших на Земле, уже исчезли. Так устроена жизнь на нашей планете. Мы видим милую птичку, щебечущую на веточке в лесу, скачет пушистый зайчик, глаз радуется. На самом деле, идет борьба за выживание. Птички поют, хотят есть и размножаться, озадачены, где бы и кого съесть. Стрекоза тоже переживает, как бы ее не съели по неосторожности. Красивый цветок пытается привлечь как можно больше внимания, чтобы его пыльцу распространили как можно дальше. Заяц спасается от лисы. Идет борьба за жизнь. Естественный отбор, а в результате – гармония. Климат на планете определяется активностью Солнца. Бывало теплее, бывало холоднее. Сейчас Солнце наиболее активно со времен Средневековья, а мы грешим на выбросы углекислого газа. Да, неприятно.
но неощутимо на фоне наимощнейшего источника энергии – Солнца. Природа выживает и приспосабливается, будет больше углекислого газа, значит выгодно расти деревьям. Деревья приспособятся, а сможем ли мы? Но до сих пор как-то получалось, может и дальше справимся. Хотим сбавить градусы? Единственный путь – убавить солнце. Мы так не умеем. К слову, я за всеми хожу, свет выключаю много-много лет, сортирую мусор и не выбрасываю батарейки в общий мусор. Но не тешу себя иллюзиями, что тем самым спасаю планету. Даже если все так будут делать, интегрально это ничего не изменит. Больших порядков составляет влияние лишь от ближайшей к нам звезды. Второе. Мы уникальны и неповторимы. В рамках существующих законов физики посредством звезд простые, то есть легкие химические элементы эволюционируют в более сложные, тяжелые. Водород в недрах звезд преобразуется в гелий с высвобождением энергии, что греет планеты вокруг звезд. Водород заканчивается, световое давление не противостоит сжимающей звезду гравитации, загорается гелий с образованием бериллии и так далее. И далее по периодической таблице вплоть до железа. Звезды потяжелее, когда все в недрах выгорает, взрываются, разбрасывая по окрестностям синтезированные тяжелые элементы. Дальше гравитация бережно и кропотливо собирает все в новые звезды и планеты. Так вот, наша ДНК состоит из самых распространенных химических элементов во Вселенной: водород, углерод, кислород, азот. 65% кислорода, 18% углерода, 10% водорода и 3% азота по массе в теле человека. Ну ничего себе уникальная комбинация. Если бы наша жизнь преимущественно состояла из редкоземельных изотопов, то можно было бы задуматься об уникальности, и даже, возможно, высшем замысле. Человек и так произведение искусства, но если бы человек был неодимовым или золотым, это был бы шедевр, и уникальнее сотворить что-либо было бы сложно. А так, поскольку по Вселенной достаточно щедро разбросаны эти самые упомянутые элементы, особенно с первых строчек периодической таблицы, а при этом углерод является наиболее активным химическим элементом и образует связей больше, чем все остальные элементы вместе взятые, то не исключено, что где-то в других условиях была выкована примерно такая же углеродная жизнь, с точностью до иных вводных данных, а это уже иные физические условия для развития. И это не должно удручать. Это должно впечатлять и приобщать нас как вид к чему-то нечто большему. Мы часть грандиозной, необъятной и великолепной Вселенной. Мы часть Вселенной, но не наоборот. Третье. НЛО. Мы интересны пришельцам. Пришельцы – излюбленная тема для высокоинтеллектуальных разговоров про космос. Каждый второй рассказывает, как в детстве видел фантастическое свечение где-нибудь в деревне, и это не галлюцинация. Версий, кроме инопланетного вмешательства, как правило, не рассматривается. Во-первых, человеческий мозг полон ошибок восприятий, а мир пронизан законами физики, которые влекут за собой, например, различные оптические иллюзии. Летом на трассе раскаленный асфальт в совокупности с принципом Ферма преломляет лучи, идущие от неба, создавая мираж, словно в конце пути присутствует вода. Однако, данный мираж является не более чем оптической иллюзией. Во-вторых, что такое НЛО? Это неопознанный летающий объект. Неопознанный. Точка. Дальнейшие спекуляции не имеют смысла. Есть ученые, которые занимаются отождествлением различных космических тел, они опознают различные источники света на небе. Если для вас объект не опознан, возможно, его опознал кто-то другой. Нет ни одной предпосылки рассуждать о пришельцах. Расстояние до ближайшей звезды Проксима Центавра более 4 световых лет. Как это понять? Окей, диаметр Земли около 13 тысяч километров. Попробуйте вообразить себе это расстояние. Сколько займет кругосветное путешествие? До Солнца же расстояние порядка 150 миллионов километров. До Юпитера в среднем около 800 миллионов километров. Вы можете представить себе такие цифры? Теперь представьте, что расстояние между Юпитером и Землей сжато до 1 метра. На такой шкале, ближайшая звезда будет на расстоянии около 12 километров. Только в нашей галактике звезд насчитывается по порядку, сотни миллиардов. И по космосу разбросаны сотни миллиардов таких галактик. Немного ли мы на себя берем, воображая, что какой-либо цивилизации захочется преодолевать такие расстояния ради нас, когда мы сами едва добросили ровер до одной из ближайших планет? А представьте, что эта цивилизация существенно более развитая, чем наша. Итог – лететь на другой край галактики, чтобы изучать муравейник. Смешно. Четвертое. Астероидная угроза. Падение достаточно крупного астероида способно нанести вполне ощутимый ущерб нашему виду, а приближение астероидов к Земле мы очень слабо умеем предсказывать. Ввиду своего величия, мы наивно полагаем, что собьем угрозу какой-нибудь мощной боеголовкой, или отправим Брюса Уиллиса,
Но это если разобьет кусок гигантского камня, то гравитация соберет эти куски обратно. Менять траекторию таких гигантских масс нам тоже не по силам. Едва ли адекватная идея покрыть объект фольгой, чтобы Солнце изменило траекторию астероида. Но и тут мы не обладаем технологиями для реализации подобных процедур в таких масштабах. Все, что мы можем, это эвакуироваться подальше от места удара. Если эвакуироваться в рамках планеты, а размер астероида около 10 километров, Сродни упавшему около 60 миллионов лет назад на динозавров, то эвакуация бесполезна. Уступим в таком случае доминирование другому перспективному виду. На этом мы и заканчиваем наше сегодняшнее видео о мифах, связанных с космосом, в которые большинство людей до сих пор продолжают верить. Мы надеемся, это видео было полезным и интересным. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ну а мы не прощаемся. Пока-пока.